Не так давно Александр Лукашенко, действующий президент Республики Беларусь, поссорился с президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко не раз косвенно заявлял об угрозе суверенитету Беларуси со стороны России, однако никогда не обвинял в этом Путина, пытаясь намекнуть на то, что это вовсе не в интересах непосредственно президента Российской Федерации. Первым проявлением этого конфликта послужило постановление Лукашенко о завершении переговоров о поставке нефти с Россией. После чего 1 января 2020 года Путин распорядился прекратить импорт нефти в Беларусь. По словам Лукашенко, Путин собирался при помощи экономического давления на Беларусь объединить две страны в единое государство. Причем, Лукашенко не рассматривали в качестве лидера союзного государства, что привело не только к локальному политическому конфликту, но еще и к личному конфликту лидеров обоих государств. К счастью, все закончилось мирными переговорами. Однако Лукашенко отказался принимать условия, предложенные Путиным на переговорах. Этим все не закончилось, и в 2020 году снова вспыхнула ссора. Конфликт обострился накануне президентских выборов Республики Беларусь. Александр Лукашенко на заседании во Дворце Независимости снова обвинил Россию в дестабилизации политической обстановки в Беларуси. Слова президента Беларуси были услышаны Владимиром Путиным, что и привело к обострению конфликта между президентами двух стран. 24 июня 2020 года на параде, который проводился в честь победы Красной Армии, было замечено нехарактерное поведение лидеров России и Беларуси. Более того, что они не поздоровались друг с другом, на протяжении всего мероприятия они никак не контактировали и старались держаться подальше друг от друга. Однако ранее такое поведение за ними никогда не замечалось. На всех парадах они стояли вместе и приветствовали друг друга рукопожатием. В итоге, Александр Лукашенко молча улетел в Минск и продолжил вести информационную борьбу в рамках Беларуси, то есть с помощью применения белорусских СМИ. Причинами, которые привели к конфликту, скорее всего стали те самые обвинения Путина в угрозах суверенитету Беларуси. Александр Лукашенко выдвигал различные подозрения о том, что Путин пытался присвоить себе Беларусь, используя различные рычаги давления. Кроме того, Лукашенко на заседании в своей резиденции сделал заявление о том, что Россия ведет информационную войну против Беларуси. Причем, как считал президент Беларуси, все вышеперечисленное происходит по инициативе Владимира Путина, поскольку именно он стоит во главе Российской Федерации, и только в его полномочиях лежит принятие подобных решений. Уже в то время между президентами начала зарождаться ссора. Однако Александр Лукашенко в первое время не делал слишком резких заявлений в сторону России и непосредственно президента Российской Федерации, поэтому от Владимира Путина не последовало почти никакой реакции. Путин лишь заявил о том, что Россия уже много раз шла на уступки Беларуси и не собирается в очередной раз занижать цены. Лукашенко воспринял слова Путина как давление на Беларусь. С тех пор Лукашенко все больше и больше обвинял правительство России в скрытой агрессии. Правительство России, частью которого является и президент Российской Федерации, считало, что все заявления Лукашенко направлены на то, чтобы Россия вновь понизила цены на газ и нефть для Беларуси, тем самым намекая на то, что Лукашенко не в состоянии развивать экономику Беларуси и эффективно вести экономическую деятельность. После длительной ссоры с Александром Лукашенко Путин выдвинул идею об углубленной экономической интеграции. Президент России все же не стал идти на уступки Беларуси, но в случае крайней необходимости на понижение цен предложил Беларуси провести интеграцию. Однако данное заявление еще намного больше обострило и без того напряженный конфликт. Лукашенко же воспринял такую идею как прямую агрессию. Накануне президентских выборов Республики Беларусь в областных центрах и крупных городах Беларуси начали проходить массовые несанкционированные акции протеста, которые были направлены против Лукашенко и фальсификации выборов. Лукашенко, в свою очередь, пытался пойти на уступки протестующим и успокоить протестное движение. Однако протестующие были настроены лишь против того, чтобы Александр Лукашенко не оставался на еще один президентский срок и покинул пост президента Республики Беларусь, подав в отставку. После произошедших событий Лукашенко обвинил Кремль в организации протестного движения в Беларуси. Он также заявил о том, что не отрицает тот факт, что в число участников акций протеста входят не только подстрекатели из России, но также и некоторые белорусы. Они используют вас как пушечное мясо.
заявил Александр Лукашенко, говоря о том, что Россия применяет информационное оружие против Беларуси, тем самым дестабилизирует обстановку страны и ведет ее к политическому кризису. Участие белорусов в несанкционированных массовых мероприятиях, по мнению Лукашенко, является результатом применения информационного оружия со стороны России. Подобные заявления Лукашенко стали причиной возникновения наиболее напряженного конфликта и бойкота между президентами Беларуси и России. Конфликт президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Российской Федерации Владимира Путина существенного влияния на страны не оказал. Однако из-за всего произошедшего в начале 2020 года вспыхнул локальный конфликт между Белоруссией и Россией. Подавляющее большинство белорусов и россиян выступали против углубленной интеграции Беларуси и России. Предложение об углубленной экономической интеграции последовало от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Лукашенко, ознакомившись с предложением об интеграции, заявил: «Я страну за бочку нефти не продам», дав ясный отказ. В Беларуси также прошли акции протеста против интеграции. На несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси некоторые протестующие выступали не только против углубленной интеграции, но также и против самого Путина. Большинство россиян были недовольны тем, что подобные вопросы решаются без учета мнения народа России. Некоторые считали, что нужна не только экономическая, но и полная интеграция, в то время как остальные думали, что никакой интеграции не надо, поскольку это может привести страну к экономическому кризису. Во всех государственных СМИ России и Беларуси велась информационная борьба, которая все больше накаляла обстановку. Тем не менее, Александр Лукашенко постепенно прекращал вести пропаганду против России. Когда до президентских выборов Республики Беларусь оставались считанные дни, Лукашенко вовсе перестал обвинять Россию в дестабилизации политической обстановки в Беларуси, после чего стал предъявлять подобные обвинения некоторым странам Европейского Союза – Польше, Латвии, Литве. В день выборов председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем, что привело к восстанию в Беларуси. Лукашенко удалось подавить протест. Спустя некоторое время Владимир Путин заявил о том, что в тот самый день Лукашенко обратился к нему с просьбой создать резервный отряд для подавления протестов, на что он дал согласие. Однако президент России не дал никакой аргументации по этому поводу и не стал объяснять, почему он решил помочь Лукашенко в подавлении протестов на территории Беларуси. Некоторые политологи считают, что такое решение было направлено на то, чтобы восстановить дружеские отношения с Лукашенко. После этого ссора Лукашенко и Путина закончилась, однако между ними до сих пор остались напряженные отношения, не такие дружественные, какие были до этого.